Всем привет! Когда я начал снимать видео на постоянной основе, я столкнулся с проблемой. Для всех задач я использую ноутбук с дополнительным монитором. Это удобно и практично. И пока я не переехал на собственное жилье, то вариант собирать собственный царь ПК я не рассматриваю. Надеюсь, этот момент когда-нибудь наступит, и я даже не представляю, какое железо будет в этот момент актуально. Потому и не строю планов на этот счет. Когда регулярно снимаешь видео, место на компе начинает пропадать с невероятной скоростью. Ведь отснятое всегда может пригодиться в будущем, и приходится его хранить. В моем ноуте сейчас стоят два SSD-шника. Один, который шел в базовой комплектации с ноутом, самсунговский, который я забил довольно быстро, а второй на 2 терабайта я уже докупал. И наступил момент, когда место начало заканчиваться и на втором. И тут на почту мне написали из компании Icewhale. Говорят, хочешь на обзор пришлем тебе эту штуку? Я, естественно, согласился, сразу смекнув, где она мне пригодится. А именно, что я сделаю себе компактное сетевое хранилище, на котором буду хранить отснятое, а также семейный фотоархив, который занимает дофига места. И вот спустя некоторое время он уже здесь, и прислали на самом деле кучу всего. Сам ZimaBlade 7700 — это небольшой одноплатник на x86 архитектуре, который несет на себе четырехъядерный Intel Atom E3950 с 2 мегабайтами L2 кэша, 2 ГГц частотой, графика Intel HD 500, поддержка DDR3L до 16 гигов, и тут мне немного непонятно, как они это сделали, ведь изначально Atom этой версии поддерживает только до 8. Если знаете, как это работает, расскажите в комментариях. Планку положили своего же производства Icewhale как раз таки на 16 гигов. На материнской плате установлено eMMC хранилище для системы на 32 гигабайта. Что имеется по интерфейсам? Гигабитный LAN-порт, 2 SATA порта, PCI-Express 2.0, мини-дисплей-порт с поддержкой до 4К 60 Гц, один порт USB 3.0, порт питания Type-C Power Delivery, рассчитанный на 12 вольт 3 ампера. С ним вместе прислали SATA-разветвитель на 2 винта, который мне пригодится, а также такую небольшую серверную стоечку. Блок питания тут довольно мощный. Классно придуман быстросъем для замены типа розетки. Хотя пока я нахожусь в Китае, вообще с этим проблем нет, так как тут все розетки одновременно подходят к любой вилке, и это пипец как удобно. Что же, пора закупиться HDD. Немного погуглив, я сравнил цену, качество, скорость и остановился на этом винте от Toshiba на 4 терабайта. Думаю, на какое-то время мне его хватит. А еще подключу вместе с этим Toshiba свой старый винчестер на 1 терабайт, который у меня был вот в этом вот кейсе с эмуляцией CD-привода. Не знаю, кто придумал эти ужаснейшие micro-USB-B порты. Они расшатываются и убиваются просто за секунду. Их придумал какой-то, не знаю, слуга сатаны. Так как эта микростоечка предназначена для обычных винтов на 3,5 дюйма, я быстро спроектировал небольшой переходник, чтобы я мог вставить туда 2,5 дюймовый винт, и он не болтался внутри. Что же, давайте подключим все и посмотрим, что получается. После подачи питания вроде все закрутилось, и радует, что вся система не сильно шумит. Для начала работы в инструкции сказано просто подключить к сети и в браузере перейти на casaos.local. У меня в квартире в каждой комнате разведены Ethernet розетки, но не повезло, так что с другой стороны роутера они обжаты не были. Однако это не беда, я заказал парочку коннекторов RG45 и обжал их простой отверткой. Это, конечно, невероятная боль для перфекционистов, однако ради 2 коннекторов обжимку покупать как-то совсем не хотелось. После того, как подключили все кабеля, проверяем и переходим в браузере на casaos.local. По умолчанию на нем стоит система CasaOS, и это Linux Debian дистрибутив, однако не спешите готовиться к экзорцизму Linux демонов через терминал, так как тут есть привлекательный пользовательский веб-интерфейс, в котором, в принципе, разберется каждый. Тут можно в 2 клика расшарить диски, которые мы подключили, установить сервер Home Assistant или ESP Home и много других полезных вещей. И все делается в этом интерфейсе. Однако ничего не мешает открыть здесь же терминал и работать через CLI.
Итак, нужно закончить настройку, и после первого запуска нужно проинициализировать HDD, который мы подключили к SATA портам. После этого мы можем расшарить любую папку, которую захотим, всего в пару кликов, и она будет доступна вам с вашего Mac или Windows ПК, если вы находитесь в одной сети. Мы можем спокойно накатить на него и другие системы, и он совместим с Windows, OpenWRT и так далее. Для домашнего медиасервера вполне себе отличная штука. И еще классно, что я постоянно снимаю на камеру телефона, у меня Android смартфон, и крайне удобно для меня стало вместо того, чтобы постоянно подключать телефон к компьютеру по кабелю, через файл-менеджер просто перекидывать файлы на удаленное хранилище. Я просто добавил ссылку на расшаренную папку Zima в файл-менеджере и могу перемещать туда фото и видео по Wi-Fi, сидя на диване. Это офигенно удобно. Сейчас большое количество людей делают свои домашние сервера, будь то для систем умного дома, медиа или скромные ПК для веб-серфинга на одноплатниках Raspberry Pi. В Blade Proc, конечно, постарше, однако он экономичнее, потребляет меньше энергии. И все-таки он x86 и совместим со всеми десктопными OS. На Blade PCI Express 2 доступен сразу без дополнительных расширений, и мы можем добавить обычное компьютерное железо, будь то сетевуху, звуковуху и так далее, чтобы не пришло в голову. Два SATA порта также облегчают подключение винтов. Сценариев применения такого ПК множество. Помимо того, как применил его я, он может выступить в роли роутера, фаервола, домашнего сервера для первого девопсерского опыта с докером и линуксом. Да и выглядит он прикольно, все картинки сайта стилистически кричат про ретро-гейминг. Недочетом для ретро-гейминга в этой системе, мне кажется, наличие только одного USB-порта. Да, естественно, мы можем увеличить это количество с помощью USB-хаба, и также в нашем распоряжении PCI Express в крайнем случае. А если бы их было два, можно было подключить сразу два каких-нибудь заурядных USB геймпада и рубиться на двоих какую-нибудь старую классную игрушку. И выглядело бы все очень достойно. Короче, прикольная железка будет теперь работать на благо канала, храня видеоисходники, к которым в случае необходимости я буду возвращаться. Вот такой небольшой лайв-обзорчик получился. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой железяки. Большая просьба к вам поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Артур с канала Hobby Support. До скорой встречи в новом видео.